Никто в вестибюле роскошного отеля не обратил внимания на мужчину, вошедшего с улицы. Он выглядел как случайный путник. Пыльная куртка, потертые джинсы, волосы чуть растрепаны ветром. Его звали Джейсон, но никто не удосужился узнать это. На ресепшене лишь скользнули по нему взглядом и быстро отвернулись, будто стараясь не замечать человека, который портил идеальный вид мраморного пола и блестящих стеклянных дверей. В тот день в отеле кипела суета. Приезжала важная делегация, персонал носился с документами, бокалами, багажом. Джейсон стал невольной преградой для двух молодых администраторов, спешащих к лифту. Один из них бросил на мужчину презрительный взгляд. Взгляд человека, слишком уверенного в своей социальной высоте. Невидимая черта между своими и чужими давно стала тут нормой. Когда Джейсон приблизился к стойке регистрации, администратор по имени Кевин сморщил нос и отступил на шаг, словно от неприятного запаха. Его раздражение было почти осязаемым. Он быстро оценил одежду пришедшего и сделал выводы, которыми пропитались все его дальнейшие действия. В кабинетах такого отеля каждый сантиметр пространства дышал роскошью и властью. На стенах висели картины, подсвеченные точечным светом. Полы блестели так, будто сами сопротивлялись пыли. И именно здесь, среди всего этого глянца, Джейсона встретили так, как будто он пришел просить подаяния, а не распоряжаться тем, что по праву принадлежало ему. Когда он шагнул ближе, пытаясь привлечь внимание персонала, Кевин холодно указал ему на выход. В его жесте было больше высокомерия, чем в любых словах. И все же он произнес то, что мгновенно перекрыло шум холла. Короткое, резкое, пропитанное презрением. Эти слова, брошенные без тени сомнений, резанули воздух как плеть. Сотрудники, стоявшие рядом, одобрительно кивнули. Им показалось, что справедливость восторжествовала. В их понимании такой человек не имел права появляться в месте, где царила элита и безупречность. Джейсон лишь стоял, наблюдая за тем, как люди спешили обратно к своим обязанностям, уверенные, что поставили незнакомца на место. Его спокойствие выглядело странным на фоне общего напряжения. Он не возмутился, не поспорил, не попытался что-то объяснить. Просто смотрел на пространство вокруг, на мраморные колонны, хрустальные люстры, золотистые таблички с номерами. Все это было ему знакомо до мельчайшей детали. Вскоре из входных дверей появилась женщина в строгом костюме, управляющая отеля по имени Амелия. Она остановилась, увидев мужчину, которого персонал только что грубо выставлял прочь. В ее взгляде промелькнуло узнавание, а затем быстро сменившееся напряжением осознание. Для сотрудников было поздно. Тайна, которую они так самоуверенно игнорировали, раскрылась бы все равно. Ибо Джейсон был не прохожим, не клиентом, не бродягой. Он был владельцем этого отеля. Того самого места, где его только что унизили те, кто должен был олицетворять гостеприимство, а не снобизм. Джейсон и не думал сообщать о своем статусе голосом. Ему достаточно было просто присутствия. Он повернулся к окнам, глядя на город, который когда-то вдохновил его построить этот бизнес, и ощутил тихую, почти горькую иронию происходящего. Он знал, что мораль всегда извлекается не из слов, а из последствий. И в тот момент именно последствия для персонала стали неизбежными. Но он не собирался мстить яростно. Ему была ближе сдержанная справедливость. Те, кто так легко судил по внешности, теперь столкнутся с истиной, которую нельзя спрятать за улыбками или правилами. Нищебродом оказался вовсе не он.